Друзья, всем привет! На связи Иван Калугин, Артур Раненков, и это канал Bali Development Villas, на котором мы разбираем массу полезностей про инвестиции на Бали. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вам интересно данное направление. Делитесь, ставьте лайки. Ну а мы начинаем. И сегодняшняя тема – это сравнительный анализ инвестиций в Дубай и Бали. Артур, тебе слово. Эта тема не просто так у нас появилась. Наш действующий клиент, кто приобрел у нас виллу, столкнулся с выбором. Он думал между рынком Дубая и Бали. И сегодня мы хотим в этом видео поделиться теми аспектами, на которые обращал внимание наш клиент, и разобрать их на конкретных цифрах и примерах. Поехали! Дубай – одно из самых популярных направлений для инвестирования не только среди россиян, но и по всему миру. Но в связи с теми событиями, которые произошли в 2022 году, множество россиян задумало, как бы перевести свои деньги в более безопасное место. И Дубай стал выбором для них. При этом Бали только набирает популярность, поэтому все больше и больше людей сталкивается с вопросом, что выбрать – Дубай или Бали. И вот у нашего клиента этот вопрос стоял особенно горячо, потому что он рассматривал свою недвижимость в качестве заработка дополнительного дохода. И начнем с первого пункта – особенностей покупки недвижимости в Дубае и на Бали. 2022 год средний рост стоимости объекта в Дубае составил 10%. При этом объем вводимого жилья составил 2,5 миллиона квадратных метров, что, согласитесь, немало. При этом в 2023 году дубайцы, такие молодцы, планируют перевыполнить этот показатель аж в 1,5 раза. И кто же от этого страдает? В первую очередь владельцы вторичной недвижимости, которые сталкиваются с огромной конкуренцией со стороны застройщиков. И сейчас становится продать квартиру на вторичном рынке в Дубае практически невозможно. Вот как раз с этой проблемой столкнулся наш клиент Виталий, у которого уже есть одна квартира в Дубае, купленная в 2022 году, и которую он последние 6 месяцев никак не может продать. И вот этот фактор все больше и больше будет влиять на весь рынок Дубая, где вторичка, откровенно говоря, не продается. При этом сложился парадоксальный момент, когда стоимость входа в недвижимость ликвидную Дубая составляет 300 тысяч долларов, это за апартаменты однокомнатные в хорошем районе, и 700-750 тысяч долларов это за двухспальные апартаменты, что соответственно напрямую влияет на длительность возврата вашей инвестиции и на сокращение количества людей, кто готов покупать по таким ценам. Соответственно, Виталию очень понравилось, что на Бали ограниченный объем земли и жилья, которое здесь строится, потому что это остров. На Бали действуют ограничения на строительство высотных зданий. То есть вы не можете здесь построить здание выше 15 метров, как владелец коммерческой недвижимости, допустим, виллы или там апарт-комплекса, не дай бог вы этим занимаетесь. Это два важных ключевых фактора, которые сопоставляются с Дубаем. Но немаловажный фактор – это стоимость входа. Та же самая двухспальная вилла, которую строим мы с Артуром, там, по стоимости 170-190 тысяч долларов будет вам выходить. Это практически в 2 раза меньше по отношению к Дубаю за односпальный апартамент. Естественно, только этот фактор влияет значительным образом на возвратность ваших инвестиций. Также хочется добавить, что Виталию очень понравился формат гибридного инвестирования, о котором мы записали отдельный ролик. Мы предложили Виталию такую же структуру инвестирования, при которой он строит объекты, и за счет как раз-таки вторичного спроса на недвижимость на Бали, активного спроса, он имеет возможность по завершению строительства своей виллы заработать минимум 30% в год на перепродаже. Но, естественно, он этого делать не будет и последует нашим рекомендациям по гибридному инвестированию, но, тем не менее, это значительный фактор, который качественно отличает Дубай и Бали. Немаловажным фактором, который интересовал Виталия, были налоги и как здесь обстоят с ними дела. В Дубае все понятно. При покупке недвижимости вы платите 4% сбора за приобретение недвижимости. Далее нету никакого налога на владение недвижимостью, но был скрытый платеж за обслуживание и содержание вашей недвижимости в Дубае, который на минуточку составляет 30-40 долларов за каждый квадратный метр вашего помещения ежегодно. Он оплачивается авансовым образом и оплачивается напрямую с вашего счета. Как же обстоят дела на Бали?
каждой вилле находится налог, аналог нашего НДС, и он составляет 11%. В зависимости от застройщика, некоторые застройщики платят его самостоятельно и уже включены в стоимость виллы этот налог, например, у нас. А некоторые застройщики перекладывают оплату этого налога на покупателя. Помимо этого, существует и налог на прибыль. То есть, если вы планируете сдавать свою виллу, вы должны платить отельный налог или отельный сбор, так назовем его, 10%. После налогов мы перешли к возвратности инвестиций. Те апартаменты двухспальные, которые рассматривал Виталий, стоили 600 тысяч долларов. И при этом их можно было бы сдавать в среднем по году за 3000 долларов помесячно, что давало возвратность на уровне 5-7% годовых. На Бали же ту виллу, которую выбрал Виталий, двухспальную, она показывает среднемесячную доходность на уровне 3500 долларов каждый месяц, что дает возвратность на уровне 21-23% годовых. Давайте перейдем к сезонности, который напрямую влияет на доход каждого инвестора и интересует каждого инвестора, есть ли в регионе сезон. Что касательно Дубая, в Дубае, конечно, есть сезон, и он ярко выражен. Туристический сезон длится с октября по апрель месяц. В остальные же месяцы находиться в Дубае невозможно из-за невероятной жары и духоты. Если вы были в Дубае, то вы наверняка поймете, о чем идет речь. И перемещение происходит исключительно от кондиционера к кондиционеру. А как обстоят дела на Бали? На Бали на самом деле ярко выраженной сезонности нет, потому что в целом общая загрузка Бали туристами составляет 80-85% по году. То есть у нас есть сезоны, в которые прилетают иностранные туристы, это Австралия, Новая Зеландия, Азия. И есть сезоны, в которые прилетают европейцы, американцы, там, россияне и другие государства СНГ. Таким образом, происходит равномерное заполнение всего года. Вы могли заметить наверняка, что очень часто пишут, что на Бали есть сезоны дождей. Да, действительно, сезон дождей здесь присутствует, но на самом деле он не такой ярко выраженный, как в привычных тропических странах. Фактически, если даже у нас в сезоне дождей днем начинается дождь, то он длится в среднем 10 минут. Все остальное время у вас будет солнечно и ясно на улице. Поэтому для туристов это не составляет никакой проблемы, даже некий интертеймент попасть под тропический ливень. На основании всего этого сравнительного анализа Виталий выбрал строительство на Бали вместе с нами. И для него основными характеристиками стали возвратность инвестиций, далее возможность ликвидной продажи этой недвижимости в дальнейшем на вторичном рынке и система сезонов на Бали, которая гарантировала ему по году полноценную заполняемость. Итак, друзья, вот и подошло наше видео к завершению. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, что выбрали бы вы. Бали, Дубай, ну или какой-то другой регион. Будет интересно прочитать, но обязательно пишите с аргументами, чтобы можно было поспорить. С вами был Иван Калугин, Артур Анненков, Baliv Development Villas. Оставайтесь на связи. До новых встреч.